Всем добрый вечер. Сегодня будем говорить с вами о крадниках. Поскольку очень много вопросов на эту тему, вот я сегодня попытаюсь вам как можно исчерпывающе ответить на ваши вопросы. Что такое крадник? Ну, слово крадник, наверное, уже говорит само за себя, да? То, что крадем. Украденное, взятое, отобранное. Вообще практика крадников давно известна и имеет тысячелетнюю историю, если не более. Однако хочу вам сказать, что крадник – это не обязательно сказанные слова и заговор, вследствие чего имущество или красота, или жизнь, и доля человека переходит другому человеку. Но в то же самое время можно украсть, морально можно украсть, энергетически вампирить одного человека или целую корпорацию, как хотите. Давайте сейчас поэтапно поговорим об этом. Во-первых, можно ли применять крадники простым людям? Скажи сразу, что нет. Почему? Пусть иди сюда, давай, бегом. Нельзя, потому что ничего не давая, невозможно получить просто так взамен ничего. Обязательно дашь потом. Поскольку у простого смертного человека нет такого разрешения, нет такого права брать и украсть чужое, то, что дано не ему, а дано вселенным, другому человеку, да, естественно, он за это расплатится. Расплатится здоровьем, временем, силой, деньгами и прочее. Однако сейчас буду говорить о том, как используют крадники ведьмы. Вообще крадники – это не такая уж страшная вещь, как принято показывать, да, и принято представлять, что вот ведьмы, которые делают крадники, они такие-сякие. Сегодня одна особа мне написала под роликом «Порча, крест мученичества», ну, всякие глупости, мол, вот, вы такое делаете. Вы знаете, мадам, вашим коротким умом понять ремесло ведьмы не дано и не суждено. И слава богам, что такие, как вы, этого не понимают. Я уже объясняла и говорила, что черное дело – это такое же обычное дело и часть нашего ремесла, как и прочие другие работы. И ничего удивительного, страшного, необычного в этом нет. И те люди, которые падают в обморок при слове «порча», никак не могут назваться ни ведьмами, ни адекватными людьми, поскольку если мы приходим в этот мир, то мы должны кого-то поощрять, кого-то наказать, и это нормально. Мы создаем вселенское равновесие. Если вас так шокируют мои порчи и прочее, не смотрите просто. Но я хочу вам объяснить, что только недоразвитая личность может подумать, что я выставляю, чтобы все друг другу делали порчи. Ну, это тупость, тупизма. Во-первых, потому что вы никто, чтобы взять такие порчи и делать, и вам никто не даст права и не разрешит, у вас ничего не получится. Во-вторых, потому что человек, который возьмет на себя наглость такие порчи совершать, очень сильно будет наказан, и в следующий раз он туда не полезет. И, значит, это служит благой цели, а значит, показывает, что подобные работы простому человеку не по плечу, а значит, он изначально, как только пытается влезть в ремесло, изначально поняв, что он там ничего не добьется, он никто, уйдет и не тронет эту силу. Значит, это тоже благой цели служит, да? Ну и вообще, чтобы долго не говорить, порчи – это такая же часть нашего ремесла, как и любая другая часть. Поэтому, если вы испытываете ужас, страх, значит, вы слабое существо, и поэтому вам незачем смотреть мой канал и незачем смотреть вообще мои работы. Поскольку, если вы хотите, чтобы я лицемерно говорила о том, что я делаю добро на всей планете Земле, и тем самым показывала какую-то одну часть, только светлую часть нашей работы, то я была бы неискренний человек с вами. А так как я показываю все, да, в развернутом виде, то, естественно, там есть и порчи. И порчи очень страшные, смертные. И, естественно, были случаи, когда у людей были очень страшные проблемы после того, как я проводила. Но есть одно «но».
Если человек не заслуживал этого, моя работа не получится. Хотя, если даже получится, через некоторое время он извинится, и я это сниму с него. То есть хочу сказать, что есть вселенская справедливость. По морде дали, понял ошибку, исправился, больше не дадут. Не понял, значит, дадут еще сильнее, растопчут и добьют. Вот, собственно, и все. Давайте перейдем к родникам. Ведьма имеет другую энергетическую потенциал, субстанцию, чем у обычных людей. Я уже вам объясняла. Точно так же, как растение дышит углекислым газом, ведьма питается и живет отрицательной энергетикой. Именно поэтому в тех местах, где вам страшно и плохо, нам очень хорошо, вольготно, мы себя отлично чувствуем. Я, например, живу, скажем так, если хотите так, по-простому, да, по-народному, в порченной, нехорошей квартире. В этой квартире никто не задерживался. Кто здесь был, у них были очень сильные проблемы в жизни, они уходили, и у них там в жизни были долги, неудачи и прочее, прочее. Я в этой квартире чувствую себя отлично. Она меня любит, я эту квартиру люблю, я ее украсила. Она меня не хочет отпустить, и много лет мы вот так существуем, живем и прекрасно себя чувствуем. Почему? Потому что отрицательная энергетика любого места питает нас. Вот как кошку питает отрицательная энергетика, да? И она любит те места, где отрицательная энергетика. У кошки тоже примерно вот с нами совпадающая энергетика, поэтому у ведьм есть кошки. Хотя я кошек не люблю, я люблю собак. От собак больше тепла и как бы взаимности. Кому как. Я не скажу, что я кошек ненавижу, но я не особо так к ним, скажем, ровно дышу к ним. Так вот, мы питаемся отрицательной энергетикой. И на кладбище, в таких нехороших местах, в местах, где много было покойных, где неупокоенные души, где люди боятся ходить по ночам, и где такие черные дыры на земле, ведьма чувствует себя очень прекрасно, вольготно, отлично и набирается сил. Именно поэтому мы устраиваем шабаши, то есть собираемся в таких местах, где были древние капища, где были древние склепы, на местах храмов, разрушенных каких-то церквей и прочее, нам там чувствуется хорошо. И поскольку мы имеем необычную энергетику, необычную волну энергетики, да, естественно, что родники у нас будут срабатывать очень хорошо. И мы можем вампирить силу человека, не только именно начитывая какие-то заговоры, а стягивая с него силу. Потому что у ведьмы время от времени должен быть мужчина, потому что она питается его энергетикой. Когда он есть, она молодеет, у нее прибавляется сил, может быть, он не выдерживает этой энергии, сбегает от нее, именно потому что разные волны энергетические. Но если у этого мужчины было в прошлом, скажем так, такое сильное прошлое, если это человек, энергетически сильный человек, и может выдержать ее, со временем они сливаются, они совпадают, они находят общий язык. Чаще всего с ведьмой может остаться мужчина, спецназовец, человек воевавший, человек, видящий оружие, потому что энергия оружия очень сильно совпадает с нашей энергией, энергетикой. Понимаете, она капризная энергия, не знаешь, когда выстрелит. Точно так же ведьма. Не знаешь, как она в какую минуту себя как поведет. То есть мужчина, привыкший к энергии оружия, к энергии войны, всегда будучи осторожным для того, чтобы чувствовать, с какой стороны опасность на его голову усыпется, да, откуда могут выстрелить, откуда могут там выйти, выскочить и прочее и подобное. Такой человек энергетически очень совпадает с ведьмой, и со временем с таким мужчиной она находит общий язык. Они начинают друг друга вампирить одинаково. Что он берет у нее силы и молодится, хорошо чувствует, что она. Это тоже родник определенный. Я сейчас вам рассказываю ведьмин родник, который происходит на уровне психологическом, моральном, на уровне энергетическом, да, не только говорить этими словами. Далее. Были известны очень много случаев в древние времена, когда ведьма забирала у молодых девушек красоту. Всегда говорят, да, бесплатный сыр только в мышеловке. Если вы приходите к ведьмам, которые вам говорят, там, например, в деревнях, вот как люди любят ходить по бабкам, туда-сюда, вот, она сказала, сколько не жалко, там одну булочку оставь ей, или там платочек оставь ей, хватит достаточно. И вы радостные там бежите, думая, что там бесплатная помощь, и все хорошо. Со временем вы понимаете, что у вас, может быть, эта работа получилась, однако очень много разрушилось, что вы начинаете болеть, что вы начинаете чувствовать себя как старые.
Да, можете еще раз пойти к ней, еще раз за булочку взять. Понимаете, жадность наказуема. Когда человек алчный, жадный, когда человек хочет на халяву все, он платит. Вот вам тот же самый крадник. И вот те эти бабушки, которые в деревнях вас лечат за бесплатно, за просто так, за булочку и за платок, они на самом деле забирают вашу молодость. Они забирают ваше здоровье. Вы никогда не заметили, что они там доживают чуть ли не от 120 лет живут? Откуда они живут так? Они так молодо выглядят, они там летают. Вот идете к этим бабкам, да, они молодые, там такие румяные сидят. А что нужно деревенской женщине, да, кроме здоровья, молодости? У нее есть и куры, и коровы, и молоко, у нее есть двор, у нее все есть. Ей деньги действительно ваши не нужны вообще. Его, когда вы приходите за помощью, она вам эту помощь оказывает, но время от времени у кого-то из вас забирает силу, жизненную энергию, здоровье и молодится за счет вас, уважаемые люди. Так что, когда вы радостно бегаете по бабкам, думая, что вы там ничего не платите, и вам просто так помогает, и потом поете дифирамбы, мол, вот, настоящие ничего не берут, поэтому вот надо к ним ходить. Ну, идите на здоровье. Я знаю много случаев, когда вот так ходили по деревням к этим бабушкам, да, толку было мало. Я даже знаю женщину, которая радостно ходила, расплачивалась булочками. Когда она ко мне пришла и получила результат, она решила, что платить за это не стоит, поскольку, ну, как бы, зачем уже, все же сделано, правильно? А потом начала ходить к деревенским бабушкам. У нее очень нехорошее состояние, не только у нее, но и у ее приемной дочери. Вот, поскольку там она из жадности своей решила, что расплачиваться булочками намного лучше. Так вот, самое смешное, что ей все хуже и хуже, она все время ходит и ходит к этим бабкам. Такое чувство, что они что-то начитывают, их притягивают все время, чтобы молодиться за их счет. Это тоже крадник, дорогие люди. Так что особо-то не радуйтесь, что вам на халяву кто-то решил там провести ритуал и помочь. На халяву не помогать. Лучше честно сказать человеку, взять оплату и дать ему то, что он хочет, чем ничего не говоря, забирать взамен его энергию, силу и имущество, то есть или жизненный потенциал. Ничего, пусть там звонят мне, это не важно. Так вот, что еще вам сказать о краднике? Сейчас очень модно давать крадники. Когда люди дают кому-то крадник, мнят из себя там великих ведьм, они вообще задумаются, что они, какую ответственность они на себя берут за этих людей, которым они дарят крадники какие-то. Ну, крадники, в принципе, можно где угодно взять, хоть в интернете, да? Суть не в том, суть состоит в том, что когда мы советуем людям проводить крадники постоянно и, ну, вот как бы получать энергетически что-то, мы не говорим этим людям, что вы знаете, уважаемые люди, вы не практик, вы не ведьмы. Если вы будете делать такие ритуалы и ничем не расплачиваться, да, то с вас могут взять сотни раз большую оплату, поэтому будьте осторожны, когда вы проводите крадники. Вам могут по голове настучать, что, собственно, и происходит. Так что простым людям использовать крадники я крайне не рекомендую, вообще не стоит их трогать. В своих ритуалах я сказала, что, ну вот, например, сокровище, караван Раджи, там сокровище Раджи по-разному можно назвать, что вы как бы крадете у него богатство, но этот Раджа мнимая личность, да, мнимая – это нарисованная в голове реальность, которая потом будет настоящей. И не действительно же мы берем у этого Раджи. Если вам нужны крадники реальные, очень сильные, я вас могу научить этому. Есть такие крадники, можно взять у богатых людей, разменять деньги или попросить на там 2 часа, потом пойти просто другими деньгами расплатиться, вернуть тот же долг и на его деньги начитать, у его богатство будет уходить вам, если у вас сильная энергия, если вы можете это сделать. Но учтите, что вы не практики, вы можете расплатиться очень страшно и заплатить страшную цену за то, что решили у кого-то что-то украсть и забрать, поскольку оно не ваше. Я не призываю к морали, я просто хочу сказать, что если вы не практик, вы не знаете, у кого можно проводить крадник, у кого нельзя. И даже мы, когда мы проводим крадники себе, да, мы стараемся найти того человека, у которого и энергии много, и денег много, и он не заметит это, и он очень легко восстановится обратно. Возможно восстановиться, когда энергетически сильный человек, он восстанавливается, за короткое время он возвращает себе обратно свое состояние, ну, которое как бы мы перетянули.
И перетягиваем мы с осторожностью, перетягиваем мы, расплачиваясь силами. Не просто так, знаете, воздуха, там поймали кого и украли его имущество. Так вы можете наоборот сделать, вы можете свое имущество ему отдать, если вы не знаете, как это проводить. Что с крадниками будьте осторожны, это не игра, это не так легко и просто чужие деньги получить. Крадники, вот, например, ростовщики делали в древние времена, это был тот же самый крадник. Например, когда ты берешь у человека 1000 рублей, ты должен вернуть 2000. Да, он с воздуха заработал 1000 рублей. То есть он ничего не делая, он не отдавая никаких там, скажем, откупов за это, ничем не расплачиваясь, просто с воздуха имеет 1000 рублей. Ростовщики так работали. Но однако у ростовщиков со временем от этих денег, которые они с воздуха взяли, не остается ничего. Крадниками можно назвать и деньги с воздуха сделанные, да, когда, например, известные там подделки выдаются за известный бренд. Это тоже крадник. Они крадут определенные деньги у той корпорации, компании, которая трудится, которая улучшает маркетинг и прочее. Какая-то тварь берет в подвале, шьет себе и продает, как Adidas, например. А в фирме Adidas идет и претензии, и плевки, и в то же самое время крадут его имущество. Такой же крадник – это пиратство, да. Вот вы говорите, что там, знаете, вас там клонируют, копируют, все у вас крадут и присваивают, и работают люди. Так это точно такой же крадник. Они крадут мое имя, время, нервы. Ну, сейчас уже нервы особо никто на них не обращает внимания. Но они крадут мое имя, они энергетически у меня берут, но в то же самое время ничего не отдают. Естественно, с этого крадника они потом ничего хорошего не найдут себе, и все эти деньги, которые зарабатывают, они будут тратить на не очень хорошие дела. Ну, например, на морг, на больницу, на еще что-нибудь. Вот. И, пожалуйста, если люди, которые мировые звезды, не могут ничего поделать с этим пиратством, когда скачиваются уже известные фильмы, которые должны еще в прокате пробыть. Они же не дураки, когда, например, сначала прокручивают по кинотеатрам, они должны получить свой доход. Согласны? Каждый труд должен быть оплачиваем. Конечно, если нас спросить, можно любой фильм нам на улице просто дарить там в дисках, и мы будем смотреть, и нам эта халява очень понравится, но человеку, который вложил туда миллионы, нужно это получить, чтобы его труд был, ну, не бесполезен, скажем так. В то же самое время, когда мы не платим за что-то, мы это что-то не ценим. Согласны? Если бы Шанель всем раздавали на улицах, навряд ли бы мы считали Шанель таким вот брендом, такими известными хорошими духами, и по той простой причине, что если за что-то ты не платишь, то ты это что-то не ценишь особо. И это что-то, которое на халяву тебе приходит, обязательно у тебя забирает другое что-то из других мест. Был описан такой случай, когда женщина оставалась у своих родственников, отдыхала, ни за что не платила, наглую там жгла электричество, спокойно уезжала и оставляла им целые счета за телефонные разговоры, и как бы считает, что это нормально. Но потом жаловалась на то, что у нее постоянно то в аэропорту исчезают сумки, то у нее где-то еще, то у нее урезали там зарплату и так далее. Чему удивляться? Вселенная здесь добавляет, там прибавляет, там тут забирает, там отдает. Невозможно, чтобы ты, делая как бы людям убытки, да, сама оставалась в хорошем состоянии. И в то же самое время, заметьте, человек, который очень достойно себя ведет, человек, который возвращает сдачу, если ему дали слишком много, например, не рассчитали, он понимает, что он как бы обманул человека, можно сказать, да, если он заберет эти деньги, приносит, возвращает и прочее, прочее, у этого человека очень редко что-то пропадает, очень долго служат вещи, телефоны, то есть у него не забирают то, что он сам вложил, отдал. Кроме того, вот смотрите, мы, например, делаем человеку ритуал, какую-то работу, за это человек не расплачивается, расплачиваемся мы. У нас случается что-то такое, за что мы идем, отдаем деньги или, значит, в убыток входим из-за того, что человек не расплатился с этими силами, а силы хотят расплаты. Мы расплачиваемся. Это тоже крадник с нас, да? Но в то же самое время, когда мы расплатились с этими силами, все, теперь уже время расплаты приходит у этого человека. Так что крадники бывают разные, дорогие люди. Это не обязательно начитанный текст. Крадник можно украсть энергетически жизнь человека. Свекровь может украсть вашу силу. Сутками, ничего не говоря, но своими взглядами, своим поведением, своим отношением и прочим, этот человек крадет ваши силы.
Почему? Потому что она все время как бы у вас вытягивает энергию, нервы. Вы в напряжении, а значит, вы отдаете ей энергию. Она у вас крадет. Это тоже один из таких, знаете, как вампиризм, из таких сфер вампиризма и крадника. Сейчас я есть крадники очень страшные, когда проводятся на беременных женщин, подлечиваются или приобретают новую жизнь. Есть крадники жизни, есть крадники судьбы. Ну, например, если человек на грани уже жизни и смерти, то ведьмы в то время говорили, что если человек на все готов ради того, чтобы как бы вернуть себе жизнь, то он скидывает свою болезнь и недуги на другого человека. Часто люди приходят ко мне или, например, общаемся, да, по Вайберу, Ватсапу и так далее, и у них я вижу крадники. То есть я вижу, что человек был фартовый, хорошо зарабатывал, поднимался, а потом резко отдалились от него близкие там друзья или знакомые, с которыми они долго общались. Они начали подниматься, а у человека все ушло. Это крадник. Человек или на уровне эмоциональном, если он сильный, либо специально. Ну, как правило, это специально. Крадет у другого человека жизненные силы, деньги, имущество и прочее. Это тоже крадники. Очень часто такие крадники встречаются в жизни. Так. Давайте я сейчас один текст древнерусский вам скажу, крадника, чтобы вы знали, что из себя представляет крадник. Правда, его приписывают Мансуру, но это не совсем так. Может быть, он издал. Ну, Мансур, я уже говорила, кто они, да, Мансур? Это несколько человек, которые создали, значит, пошли по следам древних ведунов и создали, я про них сниму отдельно, расскажу. Итак, вот крадник. Идем на рынок, смотрим, хорошо одетый человек идет. Мы понимаем, что он богат. Да, мы идем следом. Но учтите, пожалуйста, если у вас нет энергетически сильного вот такого потенциала, вы можете у него перетянуть и болезнь, например, которая у него есть. Потому что если вы идете и дрожит внутри все, и вы переживаете и просите Бога 100 раз прощения за то, что вы делаете, крадник, то у вас это все получится в обратную сторону, скажем так. И кроме того, учтите, те, которые называют себя практиками, если вы берете делать порчу, вы не должны жалеть абсолютно. Вы должны делать спокойно, хладнокровно. И когда удар идет, не должны жалеть, потому что учтите, всегда, когда вы делаете что-то неуверенно, она делается против вас самих. Вот почему я говорю, вы уверены, что каждый человек может взять и вызвать или назвать имена, например, черных князей тьмы? Можете сделать? Но если можете, я вас поздравляю. А если не сможете и наполовине остановитесь, то вам кранты, потому что эти вызванные силы просто уничтожат, сожрут вашу энергию жизни. Учтите. Так что прежде чем что-то делать, подумайте, а осилю ли я? Хватит ли мне духу вот это все сделать? А не просто, вот знаете, я пошла, сделала, там, начитала 2 раза неправильно, потом еще раз, потом решила, что ладно, жалко человека. И считайте, что вы вернулись домой самопорчей и полной нищете, потому что у вас все это отберется. Итак, вот смотрите, идти за человеком следом, да, держа в руке пятак. Когда начитали, кидаете пятак, отворачиваетесь и уходите. И человеку, собственно говоря, ничего хорошего не грозит от этого. Если он сильно восстановит эту свою силу и деньги, если слабый, значит, пойдет по миру. Следующий вариант, если в церкви, я вам говорила, есть крадник, когда человек ставит свечу, ушел, кто-то взял, потушил его свечу, забрал домой, забрал его долю. И такое есть. Итак, читаю. Иди, путный, да по следу псом, да по краю волком, по полю жнецом, по жизни крестом, да на него купцом, торг быстрый, да торг черный, словом не сказано, да пятаком уплочено, да на него указываю, да все, что желаю, на себя перетягиваю, волком кусаю, ножом режу, косой кашу, да на себя все добро порываю. Одним путем ходили, да твое поделили. Аминь. Кидаем, говорим, аминь, уплочено. И все, собственно говоря, у человека вы забрали очень многое. Если вы, конечно, ведьма, колдун или вы сильный энергетический человек. Но еще раз повторяю, если вы неправильно сказали и сделали крадник, он идет против вас. Именно поэтому, когда
очень щедро раздавали всем крадники определенными личностями, да, люди вместо того, чтобы получить что-то хорошее, получили по башке. Я вообще первый раз вижу, чтобы людям всем раздавать заодно и крадники. На вам крадники, чтобы вы Зачем? Дайте людям ритуалы на деньги, которые работают, рабочие, да, они и так разбогатеют. Крадники зачем раздавать? Крадник не всем можно проводить. И будьте любезны, объясняйте, что за это есть плата, за все есть плата. Платы нет только у колдунов, потому что им все разрешено делать. А как они будут делать, это дело их совести. Хотят сделают, хотят не сделают. С них ничего никто, никакую плату никогда не требует. Это имею в виду, что я говорю о порчах и прочее, прочее. Никакой платы не требует. Если нам дали право это сделать, значит, нам дали право делать. И все. Тут больше других вопросов не возникает. Всем удачи.